При ближайшем рассмотрении они наткнулись на гигантскую касатку. Что-то выглядело не так. Индонезия– одно из самых удивительных мест в мире, и эта страна обладает богатой культурой и прекрасными местами. Однако эти места могут быть опасны, потому что они наполнены дикими животными, которые ищут пищу. Ситуация становится еще хуже, когда речь заходит о водах Индонезии. Готовы ли вы к этой леденящей душу истории? Индонезия– это страна и огромный архипелаг, состоящий из колоссальных 18307 островов, 6000 из которых полностью необитаемы. Это делает ее одной из самых интересных стран в мире, и она определенно занимает первое место в списке самых популярных туристических направлений. Будучи окруженной Индийским океаном, Индонезия славится своим богатым биологическим разнообразием и морской флорой и фауной, являясь второй по биологическому разнообразию страной в мире. Кроме того, как вы, наверное, догадываетесь, Индонезия полна прекрасных, кристально чистых пляжей. Вот почему он стал популярным местом для туристов, которые хотят испытать что-то необычное. Но знаете ли вы, чем больше всего знаменита эта страна, Индонезия является родиной одних из самых захватывающих мест для дайвинга в мире. На самом деле миллионы туристов приезжают на многие островы Индонезии только для того, чтобы получить уникальный опыт дайвинга. Итак, год за годом тысячи предприимчивых туристов посещают некоторые из самых отдаленных островов Индонезии просто для того, чтобы понырять в ее водах. Пляжи полны рыбацких бригад, которые вывозят людей в море. Человек, которого мы видим на этой фотографии, Джулиан Донжа, опытный дайвер, страстно увлекающийся дайвингом. Он был увлечен дайвингом с тех пор, как был подростком, и после окончания школы решил зарабатывать этим на жизнь. Поэтому Донжа переехал в Гарантало, горный регион, известный как своими захватывающими дух холмами, так и чистейшими водами. Год за годом туристы стекались на остров Саронди, а также в морской парк Алели, два самых увлекательных места для дайвинга в Гарантало. Широко известен факт, что киты иногда подплывают очень близко к берегам островов Гарантала, а иногда они даже появляются на некоторых из самых густонаселенных пляжей региона. Отправиться в дайвинг-тур на некоторые из этих пляжей– отличный способ понаблюдать за дикими существами в их естественной среде обитания, но никогда не знаешь, что скрывается под волнами. Но в этот день Донжи решил сделать что-то другое, вместо того, чтобы отправиться в воду на один из своих ежедневных дайвинг-туров, он сопровождал группу на рыбалку. Местные рыбаки используют огромные сети для ловли всевозможной рыбы, которую затем продают на рынке. Итак, Дон же просто сопровождал в путешествии нескольких туристов, когда некоторые люди на лодке заметили нечто, мягко говоря, любопытное. Джулиан был готов показать туристам Дикое море, но он понятия не имел, что они подойдут так близко к этим существам. Когда Джулиан и туристы наслаждались веселой прогулкой на лодке, он заметил что-то движущееся под водой. Что бы это могло быть, он не был готов к этому. Самое странное во всем этом-то, что животное, которое двигалось под водой, казалось, оставалось на одном месте. Джулиан– опытный дайвер, который не боится погружаться под океанские волны, туристы затаили дыхание, наблюдая за прыжком Джулиана. Они боялись, что это может быть акула, запутавшаяся в леске какого-нибудь рыбака, и что она нападет на Джулиана. В интервью средствам массовой информации Джулиан объяснил, что каким бы опасным ни было животное, с которым он столкнется, он все равно поможет ему. К счастью, животное не было акулой-убийцей, однако это была огромная касатка, которая могла бы убить его одним взмахом хвоста. Касатки широко считаются самыми опасными морскими млекопитающими. Они могут весить до 6 тонн, вырастать до 23 футов в длину и являются одними из самых свирепых хищников океана. Несмотря на то, что они не так опасны для человека, как акулы, вам все равно следует держаться от них подальше. Однако Донжо понял, что с этим существом что-то не так,
и вмешался, бедное создание, казалось, застряло, и именно поэтому оно оставалось на одном месте. Джулиан увидел обмотанные вокруг него лески и позвал одного из своих друзей-рыбаков, чтобы тот помог ему выбраться. Вот как застряла касатка, вы не поверите, что произошло дальше. Какой бы рискованной ни была эта миссия, Джулиан знал, что ему нужно распутать касатку, если он хочет, чтобы бедное животное выжило. Касатка была близко к лодке, но им пришлось подойти ближе, чтобы помочь ей. Она испугалась и попыталась напугать своих спасителей. Туристы никогда не видели ничего подобного. Касатка испугалась, когда увидела, что лодка приближается, и начала пускать воду, как будто хотела отпугнуть Джулиана. К счастью, Джулиан не сдался и решил начать распутывать леску, удерживавшую касатку на месте. Он понятия не имел, как отреагирует это существо. За это время Джулиан заметил, что касатка начинает пугаться, и ему захотелось ее успокоить. Мы все знаем, как успокоить собаку или кошку, но касатку, что вы делаете, чтобы она чувствовала себя в безопасности? Джулиану нужно было что-то предпринять, поэтому он решил подойти к ее плавнику и начать гладить его. Каким бы рискованным ни был этот шаг, он сработал. Касатка перестала двигаться и позволила Джулиану и его друзьям помочь ей, пока он перерезал лески. Джулиан понял, что ему предстоит сделать нечто гораздо более опасное. Туристы были поражены увиденным. В какой-то момент Джулиан исчез под водой, и все испугались. Турист, снимавший этот невероятный момент, подумал, что касатка сбила Джулиана, однако, к счастью, это было не так, что Джулиан делал под водой. Джулиан глубоко вдохнул воздух и нырнул под касатку, чтобы начать перерезать леску. Это показывает нам, насколько храбр герой нашей истории, потому что мы можем быть уверены, что не у каждого хватило бы смелости сделать это. То, что сделала касатка после того, как ее выпустили на свободу, невероятно. Индонезия, выбросившая кита на берег, опубликовала это видео на своей странице в Facebook, объяснив, что эта касатка запуталась. Итак, благодаря чутью Джулиана, это великолепное создание снова было на свободе, но несколько мгновений спустя дайвер заметил нечто странное. Оказывается, были и другие проблемы, которые еще предстояло решить. Касатка была освобождена от рыболовной проволоки, но по-прежнему не двигалась. Именно тогда Джулиан вытащил огромную палку, чтобы оттолкнуть ее от лодки. Касатка понятия не имела, что она наконец-то свободна, и даже не пыталась отодвинуться. Как ты думаешь, трюк с палкой сработал? Похоже, касатка поняла, что она свободна, и начала медленно двигать хвостом. Касатка удалялась от лодки, и все на лодке начали хлопать в ладоши. Это был удивительный момент, и все были счастливы видеть, что Джулиан достиг своей цели в совершенстве. Я уверен, что туристы, которые сели на лодку с Джулианом, никогда не ожидали, что это когда-нибудь произойдет, хотя, бьюсь об заклад, они чувствовали, что получили сполна свои деньги за эту удивительную прогулку на лодке. Освобождение запутавшейся касатки было нелегкой задачей, но в конце концов оно того стоило. Как только касатка поняла, что ее освободили, она больше не теряла времени даром и поплыла прочь. Джулиан не нуждался ни в какой благодарности, потому что в глубине души он знал, что касатка будет жить благодаря его действиям. Новость стала вирусной, и люди по всему миру были сбиты с толку тем, что сделал Донжа. Однако герой нашей истории не сожалеет о том, что поступил подобным образом, несмотря на опасность, которой он себя подверг.